Можем остановиться на эту дорогу где-то? Может какая-то остановка? Да, чуть-чуть там впереди есть остановка. На остановке, если остановимся, у нас будет возможность здесь сделать небольшую фотосессию на 10 минут. Можем, если Отлично, впереди есть остановка, но там карманчика нету. Но все равно, если можете там остановиться, включая аварийки, было бы хорошо. Так, я здесь предлагаю даже чуть. Там внутри два вагончика противоположно, один спускается, другой поднимается. Наверху есть машинное отделение, которое за свое время работало. Кусочек Босфора мы увидели. Сейчас перед нами тоже вода. Но это не Босфор, это Золотой Рог. Золотой Рог, как я вам сказал, это своего рода залив. Длина около 70,5 километров в форме птичьего рога. Здесь находится около 5 моста. Это третий у нас мост, называется Омкапана, а с него выйти метро. Сам город находился впереди, перед нами. Он, это старый Константинополь, старый Византиум. Ну, Византиум не скажу, но Константинополь тоже. Потому что когда Константин правил этот город, он раз большой город, и крепостная стена, которая была направо, была построена во время Константина, она доходила прямо до этого моста. Чуть-чуть дальше от этого моста справа. 2 дня тут невозможно. Это как рекламная тура. Потом еще приедете. Я думаю, что встретимся. Многих я тут встречаю, те, которые были уже и второй, и третий раз приезжают. Так что вот дельфины проходят. Вот дельфины, сколько их. Вот видите? Вот дельфины. Рыба, значит, проходит по течению. Там они за рыбой гоняются. Сейчас мелкие рыбаки вот там на Босфоре рыбачат, значит, там тоже дельфины. А большие корабли рыбацкие им запрещено до 1 сентября. Крепостные стены города, видите, за ним сам Султанский дворец Топкапы. А вот тут сейчас будем проезжать. Это как раз пушечные ворота, откуда и получают название сам дворец. Дворец пушечных ворот. Так как пушки направлены были на Мраморное море, на Босфорский пролив, откуда и название. Вот тут проезжаем, видите, вот та площадка наверху, туда и выйдем после обеда, те, которые записались на Топкапы. Вот этот красивый вид перед глазами у вас будет. Дача азиатская справа. Телебашня на 29 мая, ну как бы день взятия Константинополя открыли. И Ататюрк взятие Мехмедом
дворец был построен на втором холме, там, где сейчас располагается Стамбульский государственный университет, рядом с этим, как его, мечеть Сулеймана. Это исторический центр. Так как мы с вами в самом Константинополе, сейчас пока. Константинополь находится между залива Золотого Рога и между Мраморного моря, как небольшой полуостров. Расположен на 7 небольших холмов, огорожен крепостными стенами. А сам город тоже расположен на 7 больших холмов. А сейчас покидаем, как говорится, Константинополь. Он остается позади нас. Справа Софийский собор сейчас появится, а вот слева мечеть Сулеймана Великолепного. За вами это будет египетский рынок. И единственная мечеть, вот обратите внимание, справа. Новая мечеть, это просто название новое. А так датируется 17 века. В 16 начали строить, а закончили строение в 17. Это единственная, которая строилась 66 лет. А так обычно принято, что мечети должны быть достроены, несмотря на то, что мечеть или комплекс огромный, в течение 7 лет. Цифра 7 – священная цифра для мусульман. Но тут, получается, архитектор умер, султанша, которая спонсировала, затем ее не стало. Другая берет на себя попечительство, сын уходит с власти, как говорится, нигде деньги брать. Но Турхан Султан, крымская татарка, Хатидже Турхан, хитро, конечно, сделала, строить небольшой рынок, и деньги с рынка шли на стройку того храма. И Египет, залив Золотой Рог, уходит туда далеко, ну, налево, в тупик. В общем, залив получается от Мраморного моря. А Босфорские проливы самолетов, те, которые нашего президента, все они там на стоянке. У него их лично 16. Господи, тот, который строил и Сулеймания. Сулеймания звучит как комплекс. А когда говорим мечеть Сулеймана, Сулейман Джамиси. А так Сулеймания, команда Бешикташа, кстати, чемпионами вышли в этом году, в этом сезоне у нас. Стадион он новый, потому что старый снесли. Мраморного моря, Барбаросса здесь. И справа памятник известного адмирала Барбаросса Хайреттина. Вот и усыпальница, вот тут видим, с небольшим куполом, это его усыпальница. И проспект называется Барбаросса Бульваре. Он ведет в элитные районы туда, Левен. Обзорка у нас. Вот это тот первый мост, который был построен и открыт на юбилей, отмечая 50 лет от основания Турецкой Республики в 1973 году, 29 октября. Боазычи или Бацловский, так он у нас и называл. Пекин, Лондон, но в основном будут проходить грузовые поезда. Кстати, всем оформили визу обратно, чтобы не оставить никого там в Азию. Шенген оформили все? В Европу возвращаться. И справа у нас район такой старенький. Ортакköy, звучит как рока. Значит, за мечетью, если обратить внимание, заметьте, православная церковь и синагога в одном дворе. И напротив, на Азиатском берегу, то же самое. Это нам подсказывает, что люди дружно и мирно жили во время османского периода, несмотря на того, с какой религии. А после османского периода, да, были немножко ситуации, когда было сложно для немусульман в городе. Справа далеко Константинополь рассматривается на холмах, но до третьего холма мы его видим, там, где и мечеть Сулеймана Великолепного. Левее от мечети, кстати, пожарная башня. Вечером, если так издалека та башня будет видна, там подсвечивает. Но если подсвечивает голубеньким цветом, то значит погода будет хорошая на следующий день. Зеленый цвет нам подсказывает, что будет дождь в городе на следующий день. Желтый туман, красного не бывает. Бывает, но редко, потому что снега редко бывает у нас. И второй мост, далеко за холмами, третий. Второй мост называется по имени завоевателя Константинополя Мехмеда. Фатих Султан Мехмед, так как крепость на европейском берегу, видите, там башни крепостные, их 4, но мы видим всего лишь 2. Огромная крепость была построена перед тем, как нападать на Константинополь, чтобы не давать возможность кораблям проходить как помощь Константинополю. С башенками здание белое. Военная академия, которая была построена после того, как распустили пушли, что протяженность города Стамбула от одного до другого конца 196 километров. Огромный, большой, но не самый большой город в стране, учтите. По населению
Я, конечно, согласен. Части Турции 33 тысячи квадратных километров. На 3 раза больше Стамбула территории. Ну, Стамбул километр. Очень стратегическое место. Везде одни моря, проливы, там проколы и все прочее. Поэтому и не Стамбул. У нас в городе проживает более 20 миллионов. 23 миллионов говорят в Стамбуле уже. И когда называем такую цифру, говорят, ну это значит приезжие. Надо ножа не забудь. Знаете, больше всего мечети, так как когда собирались в поход, отсюда и направлялись гарнизоны, поэтому солдаты всегда и ходили в мечеть. А в старом городе есть тоже мечеть Михремах с одним минаретом. Потом напомните, я расскажу, почему их две, и в чем разница, почему тут двумя, а там с одним минаретом. И вот если так с Карагöye сесть на пароме, это пассажирские, можно добраться до этого берега, пройтись, прогуляться по набережной, оформили тут набережной, раньше невозможно было ходить тут. И вот Мармарай, выход с Мармарая. Мармарай это поезд, ходит под Пословским проливом, тоннель. Японцы нам построили, где-то еще в 8 его открыли. Длина тоннеля 2 километра 700 метров, 11 больших вакуумных труб уложили на дно Пословского пролива. Просто вышли на берег. Название Девичья башня, исходя с легенды, которая рассказывает про тот домик, который на воде. В общем, легенда одна такая, что у одного правителя города, сейчас сегодня воскресенье, а так моторная лодка с берега завозит людей постоянно кофеины, на которой с собой башенки, а в домике ресторан работает. Ну, как сказать, я, конечно, не против, но то, что все права в одни руки, это неправильно, я думаю. Кстати, Магнолия цветет уже, видите, вот слева. У нас фильм есть следующий. Справа обратите внимание на холме, там где флаг турецкий, видите, желтые дома стоят. Это резиденция во время османского периода султанов, тоже Куперкаш, так называется, площадочка с видом на Босфорский мост, куда Эрдоган теперь выходит со своими гостями и позирует, фотосессии там проводят. Это красивый там у него вид. Это резиденция. Сарай, да? Сарай. Это так звучит у нас, сарай. Я говорю, у Эрдогана большой сарай в Анкаре, все смеются. Но так оно и есть, Белый дворец, Аксарай. 150, 1500 помещений, пресса писали, не я говорю, не увидел. 1555 у меня там помещений. Если 1000 евро уходит только на затраты электричества в месяц.
И дома, вот сейчас увидим, такие высотные, белые, их 4, там именно вышло дороже всего, как бы, жилье. Жилье в Стамбуле от $500 за квадратный метр и доходит до 24 тысячи долларов за квадратный метр. Видите, какой торговый центр, Зорло. Справа там впереди, видите, 4, это новенькие такие. Вот опять такое видно, красивое, спасибо. Видите, благо, обратите внимание, портрета из жизни Ататюрка, так как Ататюрк шел. Во втором дворце тоже. Вот справа там проезжаем Ататюрк, с дочерью сидит на берегу Босфорского пролива. Это приемная дочь Ататюрка, правда, но у него не было детей. Женат он был всего лишь 9 месяцев. Когда был военный атташе в Болгарии, там влюбился и, как говорится, у него была там любовь с дочерью генерала Ковачева Марии. А вот после того, как уехал оттуда, он не смог ее забыть, и поэтому тут, когда женился, всего лишь 9 месяцев. Слева кафе, обратите внимание, на берегу Босфора. Бандитский Петербург смотрели? Помните эпизод в конце сериала, когда девушка вылетела за границу и на берегу Босфорского пролива последним выходила? Ей ставили там на столе бутылочки водки и 3 рюмки, она взяла своих парней. Этот эпизод там не было. Суд не меняется. Храм тоді. Тоді лучше храм. Храм, да. Не церква. Махмуда II, третья мечеть. Там у Султанского дворца тоже увидим. Слева, слева. С куполом, с навесом. Их много по городу, в общем это. Строили, понастроили до 19 века. Это были указатели, место встречи. Если сказать, встретимся вечером, где? Каракиеве, а где? У источника. Не было названия улицы. А в 19 уже, когда пошли названия улицы, перестали их назвать. Ну, много таких в городе. А у нас и много этих любовных, как говорится, романов, песни про эти источники, так как первая встреча на Мраморном море, в старом городе, это Армянский район, там, где живут сейчас потомки тех. Большой мощный купол — это Софийский собор, левее на территории дворца храм Святой Елены и башня правосудия Султанского дворца. Перед нами пожарная башня на территории первого дворца, в общем, правее от пожарной башни Сулеймания. Дальше пошли мечеть Явуза, Фатеха и на цепном холме мечеть Митреба. Вот, собственно, через мост и опять поднимай дальше. Этот Босфорский пролив. 1/10. В общем, сейчас приготовьтесь. Вот смотрите, водитель нас высадит, мы через парк доберемся до Султанского дворца. Лучше с собой возьмите.
يحجون عنك وعني كلهم صار يغارون منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني منك ومني سهر وعد نجوم نجم على نجمة قلبي الخالي نام قلبي شي نايمة نسهر وعد نجوم نجم على نجمة قلبي الخالي نام قلبي شي نايمة نسهر وعد نجوم نجم على نجمة قلبي الخالي نام قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة صاحب العزيز يصير هم ويالي هموم ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم صاحب العزيز يصير هم ويالي هموم ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم صاحب العزيز يصير هم ويالي هموم ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم ما اقدر على اللوم سهر وعد نجوم نجم على نجمة قلبي الخالي نام قلبي شي نايمة سهر وعد نجوم نجم على نجمة قلبي الخالي نام قلبي شي نايمة نسهر وعد نجوم نجم على نجمة قلبي الخالي نام قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة لا الصديق اللي يحجون عنك وعني كلهن والله يغارون منك ومني لا الصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم صاروا يغارون منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني